Город Гродно – единственный город в Беларуси, где сохранились замки, в которых жили королевские особы. Но помимо них в нашем городе также было очень много дворцов-магнатов, знаменитых родов – четвертинских, сангушек, масальских и других представителей знатных фамилий. Некоторые из них снесены и забыты, а другие разбросаны по городу. В них находятся различные организации или просто живут обычные гродненцы. Но от этого история их не перестает быть менее интересной, не правда ли? Итак, в этом видео я хочу показать вам, что осталось от знаменитых дворцов-магнатов и какие из них, увы, утеряны навсегда. Но остались старые фото, а значит, жива память о них. Но не буду утомлять вас рассказами истории этих знаменитых фамилий и дворцов. Так, скорее коротенькие, интересные факты о них. Здание по адресу Карла Маркса 1 традиционно считается построенным во времена Стефана Батория, от имени которого образовано широко известное название резиденции – Баториевка. А название появилось так. Элиза Ожешко называла его «Дом Батория», а топоним Баториевка применил в своем труде «Гродненская старина» историк Орловский в 1910 году. Дворец был перестроен для магнатов Сапег во второй половине XVII века. Отсюда другое название этой резиденции – Дворец Сапег. Кроме того, легенда гласит, что именно в подвалах этого дворца произошло первое на территории Восточной Европы документально зафиксированное анатомическое вскрытие. Придворные лекари Батория вскрыли и забальзамировали его тело. Чистолюбивые сапеги, находящиеся на вершине своего могущества, не очень ладили с королем и другими магнатами, которые противились правлению этого рода в Великом княжестве Литовском, и после бурных политических и военных столкновений король Август Сильный все же амнистировал род Сапег. Монарх занимал дворец этих магнатов, который был перестроен саксонскими архитекторами для самого короля. Дворец позже был перестроен и приспособлен для приемов сеймов Речи Посполитой. Считается, что в этой резиденции прошли сеймы 1718, 26 и 29 годов. Мемуарист Ян Дуклан Охотский описывает прием о дворце Сапег, состоявшийся во время последнего сейма Речи Посполитой в 1793 году так. 3 огромных салона и несколько комнат, более маленьких, были полностью забиты приезжими. А сколько там было столов для игры и золота на них, такое вообразить можно только во сне. По салонам и покоям многочисленная прислуга без конца что-то разносила. Бал был великолепен. Внутри все освещается тысячами свечей, которые гонят сумрак из самого дальнего угла. Снаружи дворец и двор были покрыты разноцветными лампами. Здание неоднократно было перестроено и меняло владельцев, и от былой красоты осталось немногое. Бывший дворец рядом с Фарным костелом кажется обычным городским зданием. На пешеходной улице Советской в самом ее начале стоит здание, на котором висит табличка, которая информирует, что это бывший дворец Сангушек. И думаю, вы тоже не раз проходили мимо и видели ее. В интернете нашла информацию, что здесь действительно владельцами участка, на котором уже были каменный дом, корчма и деревянный дом, стали члены семьи маршалка Павла Кароля Сангушки. Но, как вы знаете, открываются новые сведения по мере того, как в архивах отцифровываются и выкладываются в общий доступ документы. И сегодня уже преподносится информация, что здесь был не дом, а, как бы сказали сегодня, бизнес, то, что приносило сангушкам доход, а сама частично сохранившаяся аристократическая резиденция Сангушек в Гродно сохранилась по адресу Карбышева 1/1. Именно здесь сохранились лишь фрагменты дворца Сангушек, и согласно различным данным, дворец занимал площадь, на которой стоят здания бывшей посменной школы. Сейчас это детская художественная школа. Потому как, согласно топономическим данным, здания с адресом Социалистическая 15 и 17 построены в 1835 и 1900 годах, а строительство дворца началось в 1724. Так что, скорее всего, эти здания стоят на подвалах дворца Сангушек. Есть фотографии этих подвалов, и посмотрите сами на кирпичи, из которого они построены. Они разные по форме, и видно, что это ручная работа. Кое-где они вытянутые, как плинфа, и глубина подвалов говорит сама за себя.
Строитель Гродненской резиденции Павел Кароль Сангушко инвестировал крупные средства в строительство костелов и резиденций, и одной из них стала Гродненская резиденция, предназначенная для проживания во время сеймов Речи Посполитой именно здесь, на Карбышева 1/1. Строительство дворца здесь, как я уже сказала, началось в 1724 и в конце 1770-х годов Антоний Тизенгаус использовал флигели резиденции Сангушек как казармы кадетского корпуса. Предположительно, дворец сгорел в Гродненском пожаре 1885 года, и остатки кирпичных конструкций настоящего дворца Сангушек, в том числе подвалы, сохранились как часть дома по улице Карбышева 1/1, согласно данных Википедии. Дворец Четвертинских в Гродно. Он расположен в глубине парка Желибера на улице Ожешка, 20. Само здание строилось как Королевская медицинская академия в 70-х годах XVIII века в рамках масштабного проекта застройки пригорода Гродно – Городницы. Она была основана по желанию короля Станислава Августа Понятовского, присматривала за начинаниями Антоний Тизенгаус, а директором был профессор Желибер. Сейчас здесь активно ведутся восстановительные работы, и на баннерах туристам и горожанам показывают, как выглядел дворец ранее, каким мы его увидим после масштабной реставрации и реконструкции. И облик дворца относительно мало изменился по сравнению с изначальным. Здание выполнено в стиле барокко под влиянием классицизма. Изначально при строительстве это здание предназначалось для размещения Королевской медицинской академии, первого высшего учебного заведения на территории современной Беларуси. Просуществовала академия здесь недолго, всего 6 лет, и после упадка Антония Тизенгауза и переезда академии в Вильно здание перешло к князьям Четвертинским, имевшим немалый вес при королевском дворе. В дневнике польского писателя Теодора Триплина, посетившего Гродно 28 июля 1856 года, содержатся такие сведения и воспоминания об этом дворце. Дом князя Четвертинского, расположенный между огородами в северном пригороде, в завораживающем месте. В нем находится несколько очень красивых полотен и некоторое количество старинных булав и ружей. Кажется, это единственное собрание живописи и единственный музей города. Дворец Четвертинских на протяжении всей его истории также переходил от одного владельца к другому. Был здесь даже жилой дом в начале XX века, а в наше время многие гродненцы помнят, что здесь располагалась военная комендатура. Сейчас ведутся работы по восстановлению здания, и надеемся, что скоро мы увидим что-то новое и интересное. На улице Замковой в Гродно расположен памятник архитектуры XVIII века дворец Хребтовичей. Он был построен в 1742-1752 годах. Хребтовичи прославленный старинный магнатский род Великого княжества Литовского. Они владели многими обширными поместьями. Дворец в Гродно был построен специально для гродненского маршалка Кароля Хребтовича, видного государственного деятеля и политика. На главном фасаде, увенчанном треугольным фронтоном, выделяется эффектная лепная гирлянда и герб Гродно, а также один из барельефов, весьма необычен. Посмотрите, вот этот, с крыльями и молниями. Он относится ко второй половине XVIII века и происходит от изображений на щитах древнеримских легионеров и встречается в архитектуре крайне редко. Замечали его когда-нибудь? В помещениях резиденции размещен уникальный музей истории и религии, фонды которого содержат множество ценных экспонатов. Экспозиция позволяет увидеть, как развивалась духовная культура различных народов, живших на территории нашей страны. Внутренний дворик – один из немногих в Гродно, который считается красивейшим двориком. Иногда здесь проходят музыкальные концерты под открытым небом. Летом дворик выглядит очень эффектно за счет ландшафтного дизайна и красивых кустарников и деревьев. Но и зимой сейчас, когда светит такое солнце, не менее красив, не правда ли?
Аристократическая резиденция Масальских в городе Гродно размещена по улице Замковой. В Масальские вели родословную от самого Рюрика, да и уже в гораздо более поздние времена занимали ряд важнейших должностей в администрации Гродно и королевских владениях в окрестностях города. В первой половине XVIII века они выкупили у местных евреев-землевладельцев кусок земли на Замковой улице и возвели тут большой двухэтажный дворец в форме буквы «П», повернутой верхней перекладиной к улице, хотя уже в середине XVIII века Масальские построили неподалеку каменный дом, похожий по форме на дворец, только с очень высокой черепичной крышей. В 1752 году путешественник Вильгельм Шлемюллер, исходя из великолепия архитектуры, поставил гродненскую резиденцию Масальских на третье место в Гродно после дворцов Сапег и Радзивиллов. Хотя справедливости ради стоит сказать, что некоторые краеведы сомневаются, что это дворец Масальских. Есть несколько версий, кто и когда построил здание на Замковой 5. Самая распространенная говорит о том, что дом появился в первой половине или середине XVIII века и был частью дворцового комплекса Масальских. По некоторым источникам, строение появилось еще раньше, в 1643 году, как писал краевед Виктор Саяпин. Вопрос об истории здания остается открытым, но это не уменьшает факта его значимости, как говорят историки, и предполагают, что остатки дворца Масальских – это одноэтажное здание по улице Замковая, 7. Сейчас в здании ведутся работы по восстановлению. На улице митрополита Филарета в Гродно находится здание, наиболее известное как Дворец Валицкого, памятник архитектуры XVIII века. Про то, кто такой Валицкий, у меня есть видео на канале. Да вы и сами легко можете узнать это, введя в поисковую строку одну лишь фразу «Авантюрист и игрок, граф Валицкий в Гродно». И все узнаете сами. Также недавно гродненская писательница Светлана Нестеренко написала книгу, которая называется «Граф Валицкий. Своя игра». Фантастический роман, действие которого как раз происходит здесь. Спроектировали резиденцию по поручению Антония Тизенгауза. Предположительно, архитектором был Иоганн Мёзер в сотрудничестве с Джузеппе де Сакко во второй половине XVIII века. Дальше дворец был передан королем Станиславом Августом Понятовским в распоряжение Антония Дзыконского, у которого Валицкий это здание и выкупил. В 1802 году Гродно посетил российский император Александр I и, по свидетельству историков, остановился именно в резиденции Валицкого. В середине XIX века комплекс был выкуплен православным духовенством для организации резиденции священников Гродненской епархии. В 1923 году архиерейское подворье включало 5 жилых зданий и 7 хозяйственных строений. Комплекс практически без изменений простоял до 1934 года. В 1952 году епархия была закрыта, и в советский период здания комплекса использовались различными организациями. Сегодня, как я уже сказала, здесь находится архиерейское подворье, улица носит название митрополита Филарета, а в правом флигеле построена домовая Никольская церковь. Дворец Максимовича. Его еще называют дворец вице-губернатора. Памятник архитектуры XIX века. Он был построен в стиле классицизма и находится на улице Ожешка, 3. Дворец возведен в начале XIX века, в период с 1800 по 1811 года, и хозяином особняка был гродненский вице-губернатор Константин Максимович. Потомственный дворянин, родился около 1767 года и умер в 1851 году, похоронен на старом католическом кладбище. Согласно статье в газете «Вечерний Гродно», в 1803 году Максимович занимался строительством моста через Неман в Гродно. Находясь на этой должности, построил шикарный дворец на одной из главных улиц города. В 1827 году дом Максимовича был конфискован, передан в казну, чтобы компенсировать финансовые злоупотребления. Его имение передали в госуправление до решения суда, и впоследствии они были конфискованы и проданы. Самого Максимовича арестовали. Гродненская тюрьма тогда находилась на 2-м этаже ратуши, и в газете «Литовский курьер» за 1829 год есть объявление о продаже с аукциона движимого и недвижимого имущества Максимовича. Традиционно считается, что в 1812 году во дворце Максимовича жил Жером Бонапарт.
командующий одним из корпусов наступающей французской армии, брат Наполеона. Новый, недавно построенный дворец настолько понравился брату Наполеона, что он, вместо того, чтобы идти воевать, остался в нем на 5 дней, устраивал здесь балы, веселился и затевал романтические приключения с гродненскими дамами. Сегодня это здание входит в комплекс административных зданий города, и побывать в нем может каждый, всего лишь зайдя в ресторан «Королевская охота», который находится на 1-м этаже этого уникального здания. На набережной Немана сохранился еще один старинный дворец – дворец Огинских. Это то самое здание, более известное горожанам как бывший пивзавод. Относительно конкретных строителей дворца на Подоле у исследователей нет единого мнения. Однако предполагается, что в XVII веке дворец уже был каменным. И с начала XVIII столетия дворец находился в собственности Огинских. Позднее здание перешло в собственность Казимира Вальмера, а в 70-х годах XIX века здание принадлежало австрийскому подданному Юзефу Кунцу, который и открыл в 1877 году в бывшем магнатском дворце пивоварню. Здесь, видите, флюгер вращается и, к сожалению, не в ту сторону, поэтому дата наоборот. А вообще дата 1877. Это дата основания пивоваренного завода. В результате перестройки дворца под пивзавод внешний вид особняка заметно изменился, но при этом значительный объем старых стен был сохранен. В 30-х годах того же столетия пивоваренное производство принадлежало предприятию богатейшего еврейского коммерсанта из Варшавы Горация Геллера, и в советское время предприятие продолжало работу, которая не останавливалась даже после распада Советского Союза. Гродненский пивзавод был закрыт в 2007 году, а в 2017 в здании произошел пожар. И уже в 2022 началась комплексная реконструкция объекта, которая продолжается и по сей день. Но говорят, что в этом, максимум в следующем году, мы уже сможем увидеть обновленный комплекс здания и даже побывать в подвалах бывшего дворца Огинских. Ну, как говорится, поживем увидим. А теперь расскажу о дворцах утраченных. Так, у рода Огинских был еще один дворец, который был расположен у Сенного рынка. Сегодня это площадь за гостиницей «Неман». Вы никогда не задумывались, почему в самом центре города такой большой участок земли остается свободным, тогда как историческая застройка старого центра очень плотная? Дело в том, что именно на этом месте была так называемая Сенная площадь, Сенной рынок. Там изначально продавали сено, которое свозилось из окрестных деревень, а также солому для подстилки лошадям и на корм валам и дрова. Со временем здесь стали торговать продуктами, гончарными изделиями и другой домашней утварью. Сохранилось очень много фотографий. Участок, на котором был построен дворец, в 1752 году купил Михаил Казимир Огинский, и здесь размещался самый значительный архитектурный объект на площади Сенного рынка – дворец Огинских. Дворец стоял на месте дома по адресу Социалистическая, 51 и остался лишь на старых фото. Был построен в конце XVIII века и полностью разрушен во время Великой Отечественной войны. На сохранившихся фотографиях начала XX века видно, что дворец был полностью кирпичным. Очень жаль, что оказался разрушен во время войны, и город утратил очередной памятник архитектуры, коим он мог стать. А теперь расскажу про самый большой по размерам дворец, который стоял на теперешней Советской площади, дворец Радзивиллов. Есть много сохранившихся фотографий дворца Радзивиллов, и в истории это был могущественный и богатейший род, и дворец был им под стать. Он был одним из самых больших дворцов в Великом княжестве Литовском. Длина главного фасада была более 85 метров. Дворец располагался на южной стороне главной городской площади, и формировался комплекс постепенно, так как Радзивиллы скупали участки других шляхетских собственников города, а также их дома, которые позднее объединили в одну большую постройку. Строительство велось в период с 30-х до 50-х годов XVIII века, и дворец соединялся обширными деревянными пристройками, служащими для свиты князя.
Дворец упоминает в своих мемуарах король и великий князь Станислав Август Понятовский, который посетил Гродненский сейм в 1752 году, при этом отмечая недавнее окончание строительных работ дворца Радзивиллов. Как-то мы пошли на прием к князю Михаилу Радзивиллу, воеводе Виленскому и гетману Великому Литовскому, который быстро закончил свой обширный каменный дворец. Правильно говорили, что дом этого Радзивилла выглядел, как ни посмотри, триумфальным госпиталем. Разлад и скупость возмутительные. Встречались там постоянно, рядом с ценными вещами и щедростью без границ. Для украшения большого зала дворца он задумал развесить в нем портреты польских королей, уж не знаю, от кого унаследованные. А когда для портретов не хватило места, он приказал им обрезать плечи и перерисовать зауженных так, чтобы они, хочешь не хочешь, поместились на предназначенных им стенах. Дворец был сильно поврежден во время Второй мировой войны, и остатки стен резиденции разобрали. Считается, что остатки люстр из дворца Радзивиллов есть в Бернардинском костеле. Был в Гродно еще один забытый дворец, который называли Стеклянным или Хрустальным, на высоком берегу Немана. Исследователи считают, что это был первый в Гродно XVIII века магнатский дворец с так называемыми французскими окнами, то есть от потолка до пола. Видимо, когда в нем вечером зажигали свечи, он, стоящий над обрывом долины Немана, весь светился, и его было видно издалека, и на современников он производил ошеломляющее впечатление. Оттуда и название того времени – Стеклянный или Хрустальный дворец. Из Дрезденского саксонского главного земельного архива на плане Гродно 1753 года под индексом ММ был обозначен чуть выше современного участка первой гимназии именно Стеклянный дворец. Но в архивах в Москве, Варшаве, согласно статье в газете «Вечерний Гродно», только обрывочные сведения. Поэтому пока про этот дворец рассказать ничего доподлинно нельзя, но кто знает. Вот такую подборку дворцов города я сделала для вас. Очень надеюсь, что было не только полезно, но и интересно. Пишите свои комментарии. Возможно, у вас есть еще какая-нибудь информация, которую я не озвучила в видео. Все с удовольствием почитаем и узнаем что-то новое для себя. Я не историк, все сведения о дворцах и усадьбах я беру из открытых источников в интернете, иногда из книг по истории города. Но мне хотелось собрать эти знания в одном видео, и мне кажется, это удалось. Если было интересно, поставьте лайк, это ваше маленькое спасибо мне. У меня есть также телеграм-канал, где я публикую интересные факты о городе, которые иногда нахожу. Если интересно, присоединяйтесь. А если хотите узнать больше о городе Гродно, что посмотреть, куда сходить, то нажмите кнопку подписаться под этим видео. Летом готовлю большую серию поездок по Беларуси. Покажу вам много интересных новых мест. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!